Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Женщина, которая вам нравится, она ли это? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот знаете, идет такая информация, что как будто уже вроде бы и прошел как таковой вот черный негативный этап, но вы не можете до сих пор как-то прийти в себя. Вот этот обман, который вы пережили в своей жизни, вот он сопровождает вас и дальше. Несмотря на то, что это может быть уже какой-то довольно длительный срок назад это произошло, как-то вот жизнь вся пошла наперекосяк. Я не вижу абсолютно такой вот не личной жизни у вас. Я не вижу, ну честно, я не вижу счастья, радости в ваших глазах. Вот как-то такое вот настроение, знаете, ну я бы сказала, такое апатично-пофигистичное немножечко тогда. Вам хочется стабильности, хочется, чтобы уже наконец как-то в вашей жизни все устаканилось, пришла радость. Но вот тот обман, который был в вашей жизни, он все-таки, ну, он идет, очень плотно идет. Вот этот осадок, он у вас именно в душе остался. Не можете вы ни простить, ни забыть. Вы, даже я вам скажу, вот у кого довольно длительное время не получалось завязать новые отношения, знакомиться с женщинами, это все отголоски прошлого, это вот те вот страхи, опасения, что снова предадут, снова обманут, снова сделают больно. И таким образом вы сами тормозили свою новую личную жизнь и отношения. Так, смотрим, что еще происходит. Коротко, сейчас быстренько пробежимся по вашим событиям. Однозначно произошло разрушение в вашей жизни. Разрушение произошло с женщиной, которую вы любили. Причем любили, вы думали, поначалу вы думали, что это все взаимно. Вот как-то у вас так оно все пошло наперекосяк, да. Сначала было все хорошо, потом все, как будто человека подменили. Мы не будем сюда углубляться, но однозначно у вас по башне у вас падает обман, разрушение. Причем разрушение отношений либо семьи именно из-за обмана. Вы такой человек довольно, ну, душевный, я бы сказала, да, вот такой добряк, как для мужчины. Кстати, если вы заметили, довольно часто это, да, у нас в раскладах выпадает, вы то император, да, то король кубков, ну, то есть вы такой, ну, душевный человек, вы потому и страдаете, потому что вы женщин выбираете, я имею в виду по жизни выбираете, да, именно сердцем и душой. Вы не будете связываться лишь бы с кем, да, потому что, ну, есть реально, есть категория мужчин, которым все равно, да, кто с ним. Сегодня одна, завтра другая, то есть женщин меняют как перчатки. Вы же именно нацелены на серьезные отношения. Да, у вас не было какой-то период личной жизни, но все-таки надежда умирает последней, как говорят, да. Вы нацелены все равно на новые отношения, у вас есть надежда, капелька надежды. Плюс у вас еще в вашем окружении есть женщина, которая вам нравится. Я не говорю, что это уже прям стабильные отношения, да, потому что, ну, как таковой стабильности я пока не вижу. Есть женщина, которой вы симпатизируете, либо же это могут быть, ну, такие вот, знаете, росточки, начало, только самое начало новых отношений. Это могут быть, там, я не знаю, одно-два свидания, какие-то встречи, только самое начало. Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад. Далее эта женщина, да, вот, которая по судьбе, я думаю, вы поняли, да, вот у кого сейчас есть на примете женщина, которая нравится, либо с которой вы вот начинаете отношения, хотите начать отношения, она вроде бы уже есть, да, вот мы посмотрим, эта женщина вам по судьбе, будете ли вы с ней, или это тоже, ну, не то пальто и нужно проходить мимо. Тем более я по многим вашим комментариям смотрела, вернее читала, что вы нашли многие уже женщин, вы повстречали женщин, я искренне рада за вас.
Хватит хандрить. И мы смотрим, какая женщина пришла к нам на расклад. Ну и снова пожаловала брюнетка. Смотрите, женщина, вот она с виду хорошенькая. Вот эта женщина, она и за собой ухаживает. Она, ну, скорее всего, она будет моложе вас по возрасту. Может даже, кстати, ну так, плюс-минус даже ваш возраст, но выглядит моложе. Потому что ухаживает за собой. Она острая на язычок, она такая активная. Я не могу сказать, что она будет сюсюкаться. Вот эта женщина, она такая, знаете, вот попервой, она может, ну это не маска, да, ну обычно поначалу мы, когда знакомимся, мы все одеваем маску такого вот спокойствия, да, мы стараемся прятать все наши какие-то недостатки. Мы стараемся изо всех сил быть белыми и пушистыми в начале отношений, да, потом уже вылезает наше настоящее лицо. Эта женщина, она, вот если вы только познакомились, да, может сложиться впечатление, что она такая вся хорошенькая, белая, пушистая. Я не говорю, что она плохая, ни в коем случае. Просто внешность и ее характер немного разнятся. Вот она может быть милая, она может быть такая, казаться поначалу покладистая, уступчивая, добрая. На самом деле там железный стержень. Ей палец в рот не клади. Но это, может быть, вы уже кто-то узнал это, кто-то вот именно с этой женщиной, которой вы симпатизируете. Вот новая я имею в виду. Она острая на язычок. Она такая, ну она умеет за себя постоять. Она точно не даст в обиду ни себя, ни своих близких. Даже за друзей она, кстати, будет горой стоять. Вы с ней довольно часто будете общаться. Я не говорю, что это будет такой вот супер-пупер бурный роман. Вот скорее я склоняюсь, это вот история, которая у вас вот начинается, либо же вы хотите начать с этой женщиной, да, у каждого будет по-своему проигрываться. Она скорее будет вялотекущая. И причем здесь будет такая вот растянутость, да, вот этих отношений. Почему они не будут такие активные, я уже говорила в начале, вот именно из-за ваших страхов, опасений. Она бы, да, она такая, может даже огненных энергий проигрываться. Она такая активистка, она абсолютно не пассивная, не домоседка. Она хотела бы, конечно, побыстрее это все развивать, тем более, что вы ей очень понравились. Но вы будете тормозить. Какой-то период вы будете присматриваться к ней, либо же вот сейчас даже вы уже начали присматриваться, да, вот если понравилось, либо даже вы начали отношения. Какой-то период вы можете даже отдаляться, что-то вас может насторожить в ней, какая-то, например, ну я не знаю, там, ну черта характера, что-то вас напряжет, допустим, это я к примеру говорю. Вы отдалитесь просто, чтобы обдумать, все это обмозговать, да, присмотреться, как она будет себя вести. Плюс еще я склоняюсь, что вот некоторые из вас, вы такие, ну, вы продвинутые, в принципе, и благодаря мне тоже в какой-то степени. Вы изучаете психологию, да, и вы будете, ну, такие вот своего рода манипуляции с ней тоже проделывать. Я склоняюсь к тому, что вы будете все равно и какие-то такие маленькие проверки устраивать, чтобы проверить ее с разных сторон, потому что вот это вот недоверие, опасения у вас очень плотно в душе сидят. С этой женщиной, да, у вас возможна любовь, отличная карта. Любовь возможна. Смотрите, у вас могут быть даже и поездки с ней проигрываться. У нас карта Солнца выпала, карта любви. Вы, в принципе, вы с ней две такие сильные личности. Вы сходитесь. У вас есть, может быть, вы уже даже заметили, вот если вы уже начали общаться, кто... Смотрите, у вас есть общие черты характера, вот какие-то вот качества, да, у вас с ней общие взгляды на жизнь, у вас общие цели с ней. У вас, смотрите, да, это будет не такой вот мгновенный, стремительный роман, это будет очень продуманный, очень вдумчивый роман,
который перейдет в отношения, да, хотя их скорее даже нельзя назвать романом, это скорее будут сразу отношения, потому что вы будете присматриваться и будете очень осторожно, это не какая-то одноразовая связь. Вы оба сильные личности, и смотрите, она довольно такая волевая. Вот из нее может быть очень такой надежный и друг, и любовница, и даже жена из нее может быть очень хорошая. Потому что женщина, она в принципе тоже много чего повидала в своей жизни. Она тоже знает, что такое обман. У нее довольно, непростая судьба была раньше тоже. Поэтому вот эта ваша холодность, она постепенно растает. Вот она растает, причем вот не без ее участи. Она как-то вот мудро повернет все, да, вот ваши отношения будут так постепенно, потихоньку, вот будет ваше сближение происходить. И очень, да, вот вы будете, посмотрите, однозначно, вот вы будете поначалу присматриваться так очень настороженно, но все равно она вам докажет, что она хорошая, да, она вам докажет то, что она не такая, какие у вас были раньше, там, либо же ваша бывшая женщина. Она своим поведением, да, она не будет сюсюкаться с вами, но она своим поведением вам покажет, что она настоящая. Я думаю, многие мужчины уже соскучились просто за настоящими женщинами, которые искренне любят, которые искренне могут поддержать, да, вселить какую-то надежду на светлое совместное будущее. Причем вот снова у нас, да, и по умеренности у нас падает, что это будут очень такие продуманные отношения, которые будут, реально надолго. Это не однодневные, я еще раз повторяю. Женщина, которая будет, вот она вообще по жизни такая, что она горой за всех стоит. Она будет и за вас, если нужно, она будет горой стоять. Знаете, есть, говорят, вот такой типаж женщин, которые будут настолько вот, как декабристки, как говорят раньше были. Если, допустим, кто-то нападает на ее мужчину, то она будет стоять, даже если весь мир будет против мужчины, она будет стоять за его спиной и подавать ему патроны. Ну, как-то так, да, прям до мурашек. Настолько вот эта фраза как-то реально за душу берет. Поэтому смотрите, у кого вот есть, еще раз повторяю, чтобы все поняли, да, у кого есть дама на примете, может быть, вы там работаете вместе, живете, как-то соприкасаетесь вместе, и она вам нравится, вы планируете с ней роман, да, может быть, кто-то уже начал роман, то есть это уже есть конкретно, я сейчас говорила о конкретной женщине, да, с которой вы уже как-то вот пересекаетесь, уже как-то вот первые росточки отношений. Вы можете смело идти вперед. Женщина очень надежная, очень такая порядочная. Она хорошая со всех сторон. Она хорошая во всех отношениях. Я понимаю, что вот это опасения, сомнения ваши, это просто так, да, вот по щелчку они не уберутся. Это должно пройти время. Женщина должна как-то показать, доказать делом, да, своими поступками какими-то, что на нее можно рассчитывать, что на нее можно положиться. И тогда вы потихоньку оттаете. Кстати, я вот как-то тоже давненько, наверное, уже в своих видео некоторых говорила такой, маленькое НЛП, да, технику, там, лайфхак, как хотите называйте, что можно, допустим, вот если вы так опасаетесь, можно ведь проверять и женщин. Женщины, я знаю, мужчин проверяют разные там ситуации, да, вот подстраивают. Точно так можно женщин проверить. И на корыстность, да, вот даже на верность можно проверить. Некоторые там своих друзей как-то подговаривают, да, чтобы там пофлиртовали, покадрили, поведется женщина или нет. И вот я привожу элементарный пример. Смотрите, может быть, кому-то он пригодится. Как можно проверить женщину, и это уже когда у вас завяжутся отношения. Я имею в виду постоянные. Смотрите, допустим, вот вы договорились там о встрече, да? Вы звоните женщине говорите, вот, что вот вы там резко, внезапно заболели, да, там чуть ли не 39 температуры, не дай бог, конечно, но для пользы дела иногда можно.
Вот вы говорите, что вот вы лежите, да, вам плохо, у вас нет сил встать с кровати, вы такой весь больной несчастный, дома кушать нечего. Ну, то есть можно там придумать, приукрасить, да? И вы слушаете, смотрите, что женщина вам говорит, как она на это реагирует. То есть, если вы нужны ей, да, если женщине вы не безразличны, хотя бы, хоть немножечко, конечно же, нормальная женщина в таком случае кинется на помощь. Как минимум она скажет, что тебе купить, да, может тебе лекарства привезти, может давай я там сейчас приеду и врача вызовем, может тебе кушать приготовить, может тебе какие-то, я не знаю, продукты, фрукты купить. Ну, то есть что-то из этого. Если же женщина скажет, ну хорошо, поправляйся, перезвонишь, да, вот когда выздоровеешь. Вот и все, да, вот два разных ответа. И в первом случае, как реагирует женщина, и во втором, да. Но здесь как бы даже не нужно особо заморачиваться и думать, кто и как относится. Поэтому вот такую маленькую проверку, если хотите, конечно, если уж сильно так вы не доверяете женщинам, вы можете сделать. Но понятно, это не на первом-втором свидании, это уже должны там, ну какой-то, ну хотя бы там с месяцок вы повстречаться должны, чтобы вот такие проверки устраивать. Ну, довольно сильно они имеют значение, вот такие вот ответы, вот такие реакции женщин на какие-то вот житейские, казалось бы, дела. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!